Закончились гастроли балета Большого театра и оркестра Большого театра в Японии. Сегодня целиком два цеха вернулись на родину, и можно сказать, что эти гастроли прошли с очень большим успехом. Начиная свой рассказ о том, как мы готовились, я бы хотел рассказать о том, что ситуация была далеко не простой. После известных событий, которые произошли в Японии, и это действительно можно назвать одной из самых крупных трагедий последнего времени, артисты Большого театра испытывали некое опасение. Обратившись к коллективу и встретив действительно очень серьезное понимание этой ситуации, артисты были снаряжены на тур Японии 2012. Этот тур был под знаком фестиваля, посвященному юбилею Юрия Николаевича Григоровича, которому исполнилось 85 лет. И именно гастроли, которые проходили в Японии, это было завершение этого фестиваля, и, соответственно, репертуар, который выбирался на эти гастроли, выбирался из спектаклей хореографа, балетмейстера Юрия Григоровича. И есть один нюанс. Ядром каждых гастролей является один и тот же балет, который не просто любим и востребован японским зрителям, а без которого японский зритель не представляет гастроли Большого театра. Это балет «Лебединое озеро». Балет «Лебединое озеро» — это некий бренд из того, что сегодня является золотым фондом культуры, мировой культуры. Так вот, в понимании японского зрителя балет «Лебединое озеро» — это вершина классического балета, который в представлении японского зрителя увидеть должен каждый из них. Конечно, это музыка Чайковского. Безусловно, это традиции русского балета, это наше наследие. И, конечно, я хочу сказать, что немногие сегодня в мире танцуют «Лебединое озеро» так, как исполняет это балет Большого театра. Я вспоминаю первые гастроли, когда я впервые был приглашен Софьей Николаевной Головкиной с хореографическим училищем в Японию. И вот я, уже будучи солистом Большого театра, со своей партнершей, балериной Большого театра Галиной Степаненко, я почувствовал такую любовь и внимание зрителя, который прежде не ощущал нигде. После каждого спектакля около служебного входа огромная толпа поклонников. Каждому из них необходимо было дать автограф. Они еще обязательно просили сфотографироваться. Если кто-то из них один говорит на русском языке, то вокруг этого человека всегда огромная толпа японцев, которые просят что-то спросить, которые уговаривают: пожалуйста, а можно узнать еще об этом, а можно вот спросите вот это. Они очень горды тем, что я поклонница Андрея Уварова, я поклонница Владимира Васильева, я поклонница Галины Степаненко, а я поклонница Надежды Грачевой. Они несут это всю свою жизнь. Но если бы ты предложил им, а мы не раз пробовали это делать, бесплатные билеты на спектакль, они никогда не возьмут эти билеты. А объясняют они так. Вы понимаете, Филин-сан, если мы возьмем у вас бесплатно билеты, и мы будем смотреть спектакль, и нам что-то не понравится, мы не сможем вам об этом сказать. Мы должны будем вам обязательно в знак благодарности сказать, что вы были хорошо. Но если вдруг нам показалось, что вы были не совсем хорошо, мы никак не сможем сказать вам даже какие-то маленькие пожелания, потому что мы обязаны сказать вам только большое спасибо. И сейчас, став художественным руководителем балета Большого театра, опять же, я еще раз попробовал предложить японским зрителям, нашим поклонникам, еще раз предложить возможность прийти и бесплатно посмотреть тот или иной спектакль. И я, опять же, получил на это отказ. Одним из ярких событий наших гастролей стало выступление нашего солиста, японца Марихиро Ивата.
я работаю в Большом театре 17 сезон. Я с детства мечтал, и чем больше изучаю именно русский балет, чем влюбляюсь. Вот, поэтому для меня, честно сказать, балет – это один русский балет. Такого балета многие японцы не видели. Вот, это благодаря Юрию Николаевичу Григоровичу. Мы уважаем его как Бога. И сейчас японцы тоже так же, наверное, почувствовали, что от него такое счастье искусства получать. Я решил в этом сезоне последний работать в Большом театре. Ну, во-первых, возраст. Вот. Во-вторых, у меня есть и другие цели. Я хочу попробовать себя качество хореографа. Танцевать здорово, но ставить тоже очень непростое занятие. Если ставить, то это надо полностью отдать с этим. Вот. И я хочу это попробовать. Кульминацией этих гастролей была премьера в Токио балета «Спартак». Дирижером всего этого тура был Павел Сорокин. Когда в Токио мы сыграли балет «Спартак», вот я могу сказать, что, наверное, ради того, чтобы увидеть такой спектакль вообще, можно проехать, я не знаю, сколько километров. То, что увидели японские зрители в Токио в театре Бунка Кайкан, это на сегодняшний день, я могу сказать, что это одно из ярких событий последних лет в Японии. Как играл оркестр, то, как они чувствовали каждую сцену, которая была протанцована балетом, был диалог исполнителя на сцене и дирижера в оркестре. Они играли такую музыку, которую потом не только я, но и артисты балета, и японские зрители, и в том числе и наши организаторы Japan Arts напевали фрагменты из балета «Спартак». Я задал вопрос Павлу Сорокину, ну почему? Ну как же вот так вот? Что? И он мне сказал, ты знаешь, наверное, это Хачатурян. Наверное, мы просто по нему соскучились. На репетиции я сказал всем актерам, что я бы очень хотел, чтобы мужчины были действительно воины, что у них действительно в руках мечи и у них щит. Это достаточно тяжелые предметы, если бы они были такими, какими они есть на самом деле. Шлем и те латы, которые одеты на них, это тоже приличный вес. Когда закончился спектакль, первый вопрос, который они мне задали: ну что, Сергей Юрьевич, мы были мужиками? Я говорю, о да. Я говорю, но какими? Они действительно стремились к тому, чтобы показать зрителю то, что они воины. Огромное спасибо Ивану Васильеву. Он не просто приехал сегодня выступить с нами, а он готовился к этому спектаклю. У меня было ощущение, что он сам соскучился по артистам Большого театра. Глаза его горят, и он чувствует себя дома. Это был незабываемый образ Спартака. Я сидела в зрительном зале. Я вот почувствовала, что вот эта атмосфера зрительские, как сказать, в восторге. Японцы обычно так не реагируют. Как они вот в конце уже хлопали, даже вот во время спектакля, они, вот, я вижу, что они не знают, как это вот должно быть, как сказать, показать своим эмоциям. Это вот музыка, это хореографы, это артисты, настолько это масштабное. Я вот сам в восторге.
была с ними, с японцами. Мне кажется, что половина благодарности японских зрителей это была даже не благодарность того, как мы танцевали наши спектакли. И не то, что они получали огромный успех и радость от увиденного, а то, что мы протянули руку дружбы и помогли сегодня японцам поверить в себя. Мы договорились о том, что балет Большого театра возвращается в Японию с очень большими гастролями в 2014 году. Мы находимся в зрительском фойе Большого театра. Здесь нас встречает Наталья Николаевна Панова, старший контролер билетов. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте. Мы с вами договорились встретиться здесь пораньше, чтобы нам никто не мешал, чтобы зрителей пока не было в театре. Вы обычно в какое время приходите на свое рабочее место? Ну вот именно сюда, к центральной двери портера, я прихожу с первым звонком. А вообще я прихожу гораздо раньше. Я готовлю буклеты, программки, получаю их из типографии нашей. Ну и все подготавливаю, чтобы раздать контролерам. Переодеваюсь и выхожу к зрителям. Вы сегодня прекрасно выглядите, у вас такая очаровательная форма. Эта форма теперь у каждого контролера театра. Вам нравится эта одежда? Вот поначалу, честно скажу, мы как-то, мы привыкли к своей черной, черно-белой. И как бы, да что это такое, зачем такой цвет? На самом деле цвет костюма сочетается с интерьером портера и очень даже красиво. Вот платочек, который на шее у каждого контролера, он отображает то, что изображено наверху, вот эти вот амуры. То есть это все взято из украшения Большого театра. Вы знаете, некоторые просят, нельзя ли у вас приобрести такой платочек, как раритет? Мы говорим, нет, это только для нас. А во сколько первый звонок дается? За 15 минут до начала спектакля. В вашем подчинении есть люди. Сколько человек? Это около 60 человек. Контролеров 38 человек у нас, гардеробщиков 23. А сколько ярусов в Большом театре? 4 яруса. И на всех ярусах работают контролеры? Конечно, на всех ярусах. В зал можно попасть исключительно по тому месту, которое указано в билете, или можно как-то проскользнуть? Проскальзывают, конечно. Бывает такое, даже в портер проскальзывают. Вы знаете, сейчас такое правило: до антракта мы вообще не пускаем с яруса никого ни посмотреть, ни побыть, ничего. В первом же антракте люди с яруса могут войти в зал, осмотреть его и могут даже пофотографироваться. С вашей точки зрения, престижные места где? Это, конечно, портер, конечно, бинуар. Бинуар – это абонированные ложи, это самые престижные места. В театр приходят не только граждане нашей страны, но и зарубежные зрители. А как вы с ними общаетесь? Не все владеют разными языками, но набор фраз, которые используются в театре, мы, конечно, употребляем. Downstairs, upstairs, right side, left side, там направо, налево. Или там можно объяснить, что вот до антракта показываем, объясняем, до антракта, если он опоздал, зритель, вы пройдете там бинуар или наверх, а после антракта вернетесь в портер. Не обижаются, если опаздывают на спектакль? Очень обижаются. Обижаются, сами опоздают и сами же обижаются. Это просто ежедневная проблема. Ежедневная. Сейчас вообще никаких свободных мест нет. Нет вообще ни на балете, ни на опере. Как вы думаете, почему? Сейчас всем интересно, что здесь, так ли все осталось. Приходят и с таким удивлением, и наслаждением, и восторгом. А вам выражают они свой восторг? Конечно, мы как никто. Мы вообще все, как говорится, собираем. И положительные, и отрицательные. Все претензии и к дирижеру, и даже к композитору, и к певцам. Все это мы выслушиваем. Насколько мне известно, гардеробы сейчас расположены совсем в других местах, нежели ранее. Остался цокольный гардероб. Здесь 9 окошек, 9 человек работает. На втором и третьем ярусах остались гардероб, а раньше был на 4-м. Вот окошко, в которое подаются сапожки в пакетиках и шляпы, все это вот принимают гардеробщики. Сколько нужно времени потратить на то, чтобы одеться или раздеться? Не более 15 минут занимает. Какими качествами человек должен обладать, чтобы он был принят в ваш коллектив? Оцениваем внешний вид, прежде всего, конечно. Встречаем человека, видим. Есть уже такие, есть очень полные, там и очень высокие. Конечно, как бы там мы... А почему? Знаете, больших размеров, как-то это не соизмеряется со стенами большого, да? Редко кому посчастливилось работать в Большом театре. Вы так считаете? Да. Я вот работаю 10 лет. И вот это чувство, сейчас оно как-то уже, я уже как-то привыкла. А первые годы я не могла привыкнуть и поверить, что я работаю в Большом театре.
Вы каждый день на работе, как я понимаю, да? Вы имеете возможность слушать и оперы, и балеты, любые, какие вам захочется. Да что вы. Нет, конечно, далеко не так. Я по роду своей вот деятельности не могу в зале больше 5 минут быть. А ваши коллеги, которые не так активно перемещаются по театру, как вы? Контролер вообще обязан в зал входить и смотреть, как все ли там, так сказать, спокойно. Люди всякие попадаются. Может, кому-то плохо даже стало. Врача вызвать или что-то. Ну, то есть мы не сидим в зале. Вошла, посмотрела, все в порядке, аккуратно вышла. Ну, хочется же посмотреть. А на это есть генеральные репетиции. На генеральную репетицию каждый работник театра получает одно место. И он может пойти и посмотреть. Наталья Николаевна, а у вас есть свой любимый спектакль и любимый артист? Да, Дон Кихот. Балет Дон Кихот. Вообще я очень люблю и Захарову Светлану. Ну, Андрей Уваров просто навсегда. В моей, так сказать, душе я его просто обожаю. Вы рассказываете как-то с улыбкой о своей работе. Чувствуется, что вам нравится здесь. Ой, да что вы, я счастлива, что работаю в Большом театре. Мне все нравится, все устраивает. Даже какие-то трудности бывают, это все сглаживается вот тем, что ты вот лицезреешь, что ты видишь. Все очень довольны, все рады и готовы тут тереть, мыть, чтобы только, так сказать, вот каждый понимает, что участвует в большом деле. Ну, наша такая работа. Мы не творческие, но тем не менее. Впервые в Большой театр я пришел еще студентом Академии музыки имени Гнесиных. Это, наверное, было в 94 или 95 году. И самая первая опера, которую я здесь увидел, к сожалению, одна из последних до реконструкции, это был Евгений Онегин. Это было яркое очень впечатление для меня. Я заболел оперой. Я заболел оперой в тот момент. Я больше смотрел на того человека, который стоял за пультом. За пультом в тот момент стоял Павел Шамильевич Сорокин, и я это очень хорошо запомнил. Но после того, как опера закончилась, я понял, что дирижером я, наверное, не буду, а вот петь на сцене хочется. Солистом Большого театра, да и вообще солистом оперного театра, это случилось одновременно, и в том и в ином смысле я стал 1,5 года назад, летом 2010 года, когда спел премьеру здесь на новой сцене Большого театра. Это была опера «Набуко», партия Заккарии. Через несколько дней состоялся еще один дебют в партии «Короля Рене» в опере Чайковского «Иоланта». Ну, а потом так или иначе пошло-поехало дальше. Полтора года – это, конечно, очень небольшой срок для того, чтобы можно было что-то себе рассказать, на чем-то подробно остановиться. Из таких значимых работ на сегодняшний день я мог бы выделить несколько, но в первую очередь, это, конечно, постановка Бориса Годунова на исторической сцене Большого театра. Я думаю, что каждый солист, который участвовал в этой постановке, в возобновлении той самой знаменитой постановки 1948 года, могу сказать то же самое. Для молодого оперного певца, к которому я себя на данный момент отношу, это дважды счастье. И такая сцена, и такая опера.
Есть роли, в которых приходится вживаться, вгрызаться, это знают практически все артисты, а есть те, которые близки изначально. Поэтому я не могу сказать, что я как-то особенно работал над, конечно, то, что касается мизансцен, но это все режиссерские задачи, я их пытался воплотить так или иначе, а тем более, что это было возобновление, а не новая постановка. Но вот что касается характера Бориса, я просто выходил на сцену с тем, что я чувствовал внутри. Все уже написано достаточно четко, и все уже есть и в тексте, и в музыке. Нужно только этому не сопротивляться, потому что Мусорский, он настолько гениальный композитор, разноплановый, дает много красок. Нужно пытаться воплотить то, что написано в нотах. Ну и при этом, если ты чувствуешь внутри себя характер персонажа, которого играешь, то это должно как-то получиться хорошо, я думаю, так. Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе. Напрасно мне кудесники сулят дни полные, дни власти безмятежной. Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщения, ни клики толпы меня Вопрос, который мучает Бориса, Убиенном Царевиче, насколько он может себе простить из того, что для него является грехом. Потому что человек как бы сам для себя определяет, его совесть определяет, что из того, что он совершил, является наиболее тяжким грехом, за что он будет нести ответ. Потому что как там спросят, это никому не известно. А как ты внутри себя ощущаешь это, вот это самое главное, это то, что начинает грызть изнутри. Бориса грызет. Вон там. Что это? Там, в углу. Колышется, растет, близится, дрожит и станет. Чур, чур! Не я твой лиходей. Чур, чур, дитя! Не я! Не я! Воля народа! Чудится! Директорская ложа. Видно все, конечно, хорошо, но я предпочитаю быть там. Там мне больше нравится. Там сцена, там самая главная ложа в театре. Да. Да. Но, к сожалению, не так скоро мне выходить, только в конце февраля. Но зато с удовольствием. Нашел ли я ответ на вопрос, почему я стал певцом? Так сложилось, что я к этому очень долго шел, но пришел не сразу. Потому что я закончил музыкальную школу, училище искусств и, наконец, Академию музыки имени Гнесиных, как баянист и оркестровый дирижер. Я не был вокалистом по специальности. Хотя я поступал, но на тот момент нужен был диплом об окончании училища. У меня такого диплома, конечно, не было, поэтому был выбор либо снова пойти в училище, закончить его как вокалисту, либо продолжать учиться по специальности. Я выбрал второе. Через непродолжительное время я перешел в камерный хор под управлением Минина, где начал работать как вокалист. Ощущение голоса или потребности петь, это было еще в детстве.
Ну, в детстве мы все пели, в детском саду, на утренниках или еще где-нибудь, да. Переломный момент случился в 2007 году, когда прошел 13-й международный конкурс Чайковского. Откровенно говоря, я не так уж собирался в нем участвовать. Совершенно спонтанно, как-то сначала прошел отборочный тур, потом участвовал в самом конкурсе. Каждый раз для меня было сюрпризом прохождение в следующий тур. Я мобилизовался, конечно, настолько, насколько мог. Ну, в конце концов, получил вторую премию. Но уже после этого я стал готовить себя к тому, что все-таки я пойду в театр и пройду свой путь, потому что 35 лет не такой частый случай, когда человек начинает 35 лет. Как у них там за морем живут? Поди-ка там диковинок немало. С другой стороны, чем позже приходишь в театр, ну, до определенного периода, конечно, тем с более окрепшей психикой ты туда приходишь. Это определенный запас прочности. Для того, чтобы от того, что на тебя многое сваливается, чего ты до этого не знал, не щупал, не видел, чтобы не произошло какого-то внутреннего надлома. Гроза-то милость Божья, гроза гнилую сосну изломает, да целый пар дремучая жизнь. Метлы привязал, мы вымете из Руси православной без Так вот, я все время страдал от того, что, на мой взгляд, у меня не было достаточно опыта, которым обладают певцы, по крайней мере, подготовленные в вузе тому, что они будут петь в опере. Так сложилось, что на сегодняшний день основной мой репертуар, с которым я выступаю, ну, в первую очередь за рубежом, в зарубежных театрах, это Верди. Сейчас, когда меня приглашают исполнить ту или иную партию в опере Верди, я счастлив, потому что мне это очень нравится. И все контракты впереди меня, которые есть и в Ла Скала, и Метрополитен, вот в частности, это будет Рамфис в Аиде, это будет Де Сильва в Эрнане. В Вандер Вин я дебютирую с Аттилой в следующем сезоне. Маджо Музикале Ферентино с маэстром Зубином Метой, это будет мой дебют с Дон Карло. Все уже сейчас не упомнишь, потому что все расписано достаточно далеко, где-то 2016 года на данный момент, и все это прибавляется и прибавляется. Вот только буквально вчера, по-моему, пришло предложение спеть в Штатс-опера, опять же, партия Закарии. Чем дальше работаешь тем или иным дирижером, получаешь опыт. Конечно, в первую очередь, маэстро Мути, с которым в прошлом сезоне было исполнено и Набуко в Римской опере, и Макбет на Зальцбургском фестивале. В следующем сезоне я буду счастлив с ним спеть Фиеско в Симоне Бокканегро в Римской опере. Реквием в Верди несколько раз мне предстоит с ним спеть тоже в следующем сезоне. Еще какие-то проекты. Работать с таким дирижером — это счастье. Потому что, понимаете, часто так бывает, что ты уже месяц находишься на постановочном периоде, уже все вот просто уже не о чем говорить. И тут приезжает Муся. И первая музыкальная репетиция. Ты просто рядом с собой наблюдаешь, как люди, которые уже находятся в болоте, сами себя вытягивают, потому что все уже надоело, они оживают, ты сам оживаешь. Он как-то умеет так это все сделать, что как будто ты абсолютно свежий, только вчера началась работа. Он пожелал мне слушать выдающихся итальянских басов. В первую очередь Чезаре Сьеппи и Эцио Пинца. Для него они были образцами музыки Верди. С удовольствием слушаю. Ну как же, в наше время есть такая возможность
залезть в интернет и все что угодно. Как же этим не воспользоваться? Я, конечно, не склонен что-то особенно сакральное вкладывать в понятие сцены, в понятие театра. Как, знаете, бывает, часто говорят, это храм искусства. Храм — это все-таки немножко другое. Но для меня сцена, и именно эта сцена, это самая большая ответственность. Наряду с крупнейшими мировыми театрами там своя мера ответственности, своя публика, своя критика. Но для русского певца самая главная сцена мира – это сцена Большого театра. У меня главная сцена. Вот и все. Сегодня знаменательная дата. Сегодня Екатерина Крысанова дебютировала в балете «Жизель». Я считаю, это большое событие в мире балета, поскольку Катерина станцевала, мне кажется, фантастически. Как первый, так и второй акт она прочувствовала, она нашла свои краски, свои нюансы и действительно по-большому удивила меня. Катя, она очень живая, она очень такая вся подвижная. И ей очень идут такие боевые партии, несмотря на ее хрупкость. Она очень такая вся, там, если в «Лебедином», то ей там ближе Адиле, чем Адетта. То есть всегда, вот, мне кажется, ей было близко что-то огненное и пламенное. В чем-то, я признаюсь, я не был уверен, что Кате прям это подойдет, этот спектакль, но с каждым днем, репетируя с ней, я видел, как она на каждой репетиции прибавляет, привносит что-то новое, и действительно на моих глазах рождалась «Жизель». Я, наверное, как бы очень много смотрела Галину Сергеевну Уланову. Всех вообще пересмотрела, и наши, кто поколение танцует, и кто танцевал до этого. Это естественно, это интересно, и у каждого можно что-то подчеркнуть, что-то найти для себя. Но как бы вот мне очень была близка ее трактовка. Нюансы, трактовка роли, их может быть бесконечное множество. Но что касательно текста, лично постановки, то мы старались сделать все, как должно быть. Тяжело мне. Тяжело встаю. Иди, иди, иди. Иди. Наткнулась. Я себя поймал на той мысли, что, наверное, такая партия, как «Жизель», не может не подойти женщине. Потому что любая женщина хочет любви, чувствует, ждет ее и может действительно в своей жизни получить разочарование. Поэтому, мне кажется, любая женщина может сыграть эту роль. Не ломай. И правую тоже. Склонилась. Тяни, 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 тяни. И все легато. Раз, кисть. Она нашла, мне кажется, свое. Чисто по физике, по физическим данным, может быть, мне кажется, она близка Наташе Макаровой. Такая она хрупкая, тоже с длинными руками, с длинными ногами, с небольшой головой. И мне кажется, вот по форме, по линиям, это, мне кажется, Наташа Макарова. Но по каким-то наполнениям внутренним, то это все равно Катя нашла свои нюансы, свое что-то.
Она действительно выбрала быстрый темп, это ее было такое желание, действительно, она видит этот образ, может быть, так, эту музыку, эту роль. Ну, возможно, что-то скорректируется со временем, но, по крайней мере, я старался понять и обосновать это, не просто, так сказать, идти от скорости движения, а как это она делает с точки зрения драматургии. Я думаю, что, конечно, она справилась, мы старались ей в этом помогать. Всегда дебют очень волнительный, роль непростая. Но она была как бы сама собой, что ли, вот так. Копировать никогда нельзя. Надо отталкиваться от своего нутра, что ли, от музыки. Она очень трудолюбивая, не получается, но она всегда себя преодолевает. И это здорово, это виден рост творческий. И результаты тоже видны. Вот зритель оценивает, видите, какой успех. Я никогда не сравниваю актеров на сцене. Что касается премьеры Екатерины Крысановой в роли Жизели, я могу сказать, что спектакль ей удался. Это как раз тот случай, когда я, сидя в зрительном зале, провалился в этот спектакль. Мне было очень интересно, как проведет меня по спектаклю Катя до самого окончания. Она была необычная, она была очень трогательной Жизелью, и мне казалось, что я все время сочувствовал тому, что с ней происходит. И она заставляла все время меня сопереживать. Ей удалось, чтобы я как зритель относился к ней не как к дебютантке и не жалел ее в чем-то, а ей удалось убедить меня в том, что она Жизель. И, наверное, одна из главных побед ее премьеры в том, что она на сцене была именно Жизелью, а не прима-балериной Большого театра Екатерины Крысановой. Спасибо Альберту, которого исполнял Дмитрий Гуданов. Мне кажется, что Диме Гуданову удалось помочь Кате сделать такой спектакль.